80-е годы – это одно из самых ярких и в то же время противоречивых десятилетий прошлого века. Это десятилетие ознаменовалось окончанием Холодной войны и началом распада социалистического лагеря, который завершился уже в начале 90-х годов. Ключевыми событиями этого времени были война в Афганистане, перестройка в СССР, катастрофа на Чернобыльской АЭС и бархатные революции в Восточной Европе. После относительно стабильных и благополучных для жителей Советского Союза людей это время стало настоящим испытанием. При этом это испытание еще сильнее на себе ощутил и сам Союз, который в те годы столкнулся не только с экономическими проблемами. В те годы сама система переживала тяжелейший идеологический кризис. И так же, как и в любое другое время, все, что происходило с людьми в сфере экономики, в политике, это все проявлялось и в сфере культуры, и в том числе и в кинематографе. Пока в Голливуде набирали популярность фантастические картины с синтетическими саундтреками, боевики с невероятными на то время спецэффектами или даже подростковое кино, в СССР кино существовало совсем другими темами. Заметно ослабевшая при Горбачеве цензура стала пропускать в кинотеатры картины, которые поднимали темы, ранее табуированные для советского кино. Это нашло отражение в самых сильных лентах того времени. Например, фильмы «Асса», «Интердевочка», «Маленькая Вера», ну и, конечно же, «Игле» Рашида Нугманова. Рашид Мусаевич, скажите, а что было бы, если бы фильм вышел в прокат сейчас, когда в нашем мире есть интернет? Ну, наверное, он бы пошел по всяким пиратским каналам. Я думаю, так еще раньше, чем, наверное, вышел бы на экран. Потому что мы закончили фильм где-то в мае, в начале июня сдали в Госкино картину. И потом решение о выпуске его в прокат затянулось на многие месяцы. И фильм вышел только в 89-м году. Так что, наверное, поклонники бы и не стали дожидаться, уже где-то бы раздобыли копии. Спартак, я давно хотел тебе сказать, люди в мире разделяются на две категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты. Мы никогда не собирались снимать что-то, что нам заказывают, да, впихивают нас. И поэтому снимали так, как видели сами. Но мы, честно говоря, не верили, что его допустят на экраны, потому что менее как бы острые картины на полке лежали в то время. Ну, возьмите там хотя бы Тарковского, да, общепризнанный гений там, кинематограф и так далее. Трудно было ему пробиться на большие экраны. Того же Рублева держали сколько, ничего крамольного там такого нет. Вот, а здесь наркомания, молодежь, непонятные новые герои. Это же еще Советский Союз. Вот, и поэтому мы не верили особо, что позволит картине выйти. И готовились заранее пульнуть ее по такому самоиздательским каналам. Была такая, знаете, сеть, которая распространяла подпольные записи. Аквариум, кино, зоопарк, ну и так далее. Много же было тогда групп, которые не служили в филармонии. И их записи расходились моментально по всей стране через вот такие точки везде были. В более-менее крупных городах, где более-менее хорошие, качественные оригиналы присылались, кассет, и их размножали, и вот так вот дублировались и охватывали всех поклонников этой музыки новой. Значит, я представляю нашим телезрителям наших гостей. Рашид Нугманов, кинорежиссер, Виктор Цой, Ленинград, лидер группы «Кино», Петр Мамонов, Москва, лидер группы «Звуки Му». Как фильм-то называется? Фильм называется «Игла». Петя играет хирурга, вот, а Витя играет непонятно кого вообще. Ну вот, бывает прокол, да. И то же самое мы хотели здесь сделать. Тем более уже во второй половине 80-х вовсю уже пошли домашние видеомагнитофоны. VHS называли, кассеты. Вот, и их, конечно, было копировать легко. Точно так же, как аудиокассеты. И многие знакомые, ну, все вокруг ребята смотрели фильмы, которые в кинотеатрах не шли. Таким гнусавым голосом, да, переведенные, за ним уже расходились. Ну и мы думали, что, ну, по-любому поклонники этой музыки, этого мира, такого субкультуры,
они получат эту картину и будут смотреть. Ну, вот так вот повезло. Отстояли картину. Ну, наверное, помогла перестройка, я так думаю. Изменились настроения в стране вдруг резко. Они уже в 88-м стали ощущаться хорошо, ну а в 89-м вообще все грянуло. То есть все с ног на голову перевернулось. И раньше, если чиновники от кино боялись что-нибудь разрешить, что вызывает вот какие-то сомнения, то сейчас стало опасно, наоборот, что-то запрещать. Запретишь, тут же все вчерашние газеты, типа «Комсомольская правда» и так далее, которые отстаивали официальную идеологию, начинали публиковать всякие компрометирующие материалы о чиновниках. Ну и попадаешь под радар и можешь поплатиться местом. А в то время в Госкино работал советником председателя Госкино, и он возглавлял комиссию, которая определяла, какую категорию дать той или иной картину. Это был Кирилл Разлогов. Он меня еще учил в ВГИКе, искусству и теории кино. Был мой преподаватель, мы как-то подружились с тех пор. Ну и он сразу поддержал картину. Вот, и в результате добился того, что картине дали первую прокатную категорию. Ну это то, о чем можно только мечтать. Сразу 1000 копий, по всем кинотеатрам, наконец, в 89 году хлынуло это все. Там от Прибалтики до Владивостока. Единственное, что мне хотелось, ну и хочется, чтобы люди чувствовали себя больше свободными от обстоятельств. То есть, чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт. Я же воспитан на музыке еще 60-х годов, когда был пацаном маленьким. Благодаря старшему брату. У него был магнитофон, такой еще примитивный, назывался МАК-59. С такой пленкой тип 2, которая все время рвалась, качество плохое было. И вот там мы эти магические звуки рок-н-ролла услышали. Потом Битлы пришли, роллинги и так далее, все покатилось. Вот. И моя сфера интересов, как бы вот, которая зацепила меня по-настоящему, она вот в британском бите 60-х, потом новая музыка, которая появилась в 70-х, все расцвело. Потом еще панк пришел. Это где-то в сфере рока. Ну, на границе с популярной музыкой, но, естественно, определенного толка, не эстрада, не попса. То, что происходит сегодня, ну, как бы уже отходит, и я уже, ну, как бы меня не зажигает настолько, насколько это зажигало, когда был молодым. Почему? Ну, потому что была не просто музыка для нас. Это был образ жизни. Вообще рок возник как протест против поколения отцов, старших братьев, может быть, которые развязали эту войну, да, погибли там миллионы людей в Второй мировой войне. Вот, и мы жить так не хотим, сказала новое поколение. Сначала битники пришли, потом рокеры. И стали создавать свое. Ну, в принципе, это понятно. В общем-то, любое поколение хочет доказать свою самостоятельность, дееспособность. Но там так случилось, что просто взрыв креатива пошел. И это была не только музыка ведь, это была и живопись, и поэзия, и кино, и все, что хочешь. Вот. И все это в таком сплаве новой субкультуры хлынуло. И мы, такие еще не оперившиеся юнцы, стали понимать, что мы чего-то значим, что наш мир другой, нежели мир наших родителей. И мы хотим жить по-другому. И это все выражалось в том числе и в музыке. У нас не было такого, да, набора мест, куда можно было спокойно зайти и расслабиться, да. Выбор маленький очень был. Те места, которые были, ну, часто не та публика. Вот, а мы все-таки предпочитали узкий круг своих людей, вот, с которыми нам хорошо. Это общение ни мне, ни Виктору с какими-то случайными людьми не доставляло ни удовольствия, ни желания этого делать. Мы не были тусовщиками. Да. Самое главное было что-то делать, что-то творить. Ему музыку, мне кино, и вместе нам кино с музыкой. И поэтому мы чаще всего собирались вот у друзей, близких.
Вот, либо у него дома, я у него постоянно останавливался на проспекте Ветеранов с Марианой, и тогда жили там. Вот. А когда выходили в город, ну, что это было, и кочегарка, когда была его смена, вот, или мастерские его друзей-художников, так называемые, новые дикие, да, как еще у вас их называют, не помню. Вот. Потом там еще другая чуть-чуть тусовочка, Тимур Новиков и так далее, вот эти вот все. Там не надо забывать, что и барабанщик группы «Кино» Георгий Гурьянов, он же по главной профессии художник, а не музыкант. Там с ним такая забавная история случилась, что когда Виктор предложил ему стать за барабаны, я не присутствовал при этой беседе, но Виктор мне сам рассказал. И он говорит, ну я же, говорит, не барабанщик, я постукивал там, он, по-моему, в народном ополчении немножко играл, в такой полупанковской тусовкой имел дело. Но по большому счету он не музыкант. И он говорит, ну как, я же на регулярной профессиональной основе не могу быть барабанщиком. Ну, грубо говоря, сомневался в том, что это потянет. И Виктор нашел такую фразу, которая убила его и сразу как бы заставила принять решение, согласиться. Он говорит, хорошо, ты не барабанщик, а художник, но зато ты будешь лучшим барабанщиком среди художников. Ну, это пошел. Примерно, потом я, вспомнив этот разговор, то же самое Виктору говорю, когда он говорит, ну как я потяну главную роль. Я говорю, ну да, ты не актер и не лицедей, я тебя не заставляю быть лицедеем, ты оставайся самим собой, но ты будешь лучшим актером среди музыкантов. Так переправил, он засмеялся, ну, вспомнил. Ладно, давай. Ну, смотрите, Виктор совершенно к своему изумлению, ему же не нравилась своя роль в игре. Ну, не то, что не нравилось, некоторые моменты. И он говорит, сейчас бы я по-другому это сыграл. Вот. Он довольно критически относился к себе. Но это на самом деле нормально, потому что художники, хорошие художники, как правило, всегда очень критически относятся к своему творчеству. Вот если они относятся, как, знаете, какой я гений, самозабвенно к этому, это показатель не очень хорошего художника. Ну, они приводят, может быть, в свое оправдание слова Пушкина, айда Пушкина, айда сукин сын, но он сказал это в письмах Вяземскому в совсем другом контексте. Не в том, что он собой восхищается. Так вот, Виктор, к своему изумлению, по опросу, и там были ежегодные опросы журнала «Советский экран», там в этих опросах принимали участие десятки тысяч читателей и критиков. Он стал лучшим актером Советского Союза 1989 года по результатам этого опроса. И очень сильно обошел, намного, второе место, которое занял тогда Александр Абдулов. Ну и себя фонарили, как так может непрофессиональный актер стать лучшим актером Советского Союза в 1989 году, когда у нас такие гениальные актеры, да, просто один другого лучше. Вот так мы перевернули все тогда. Я знаю, мое дерево не проживет и недели. Я знаю, мое дерево в этом городе обречено. Виктор сверхсамостоятельный человек. То есть он сам пишет музыку, сам пишет стихи, сам строит тот мир, вот, в который он пришел, да? Окружает себя теми людьми, очень строгий отсев, которые привели его туда, где он находился, и стал кумиром. Это не эстрада, да, это не официальные пути какие-то, через уже сложившиеся ныне, да, продюсерские там, инструменты. Он работал кочегаром. Не потому, что как бы он видел свое будущее, да, как кочегар, а только ради того, чтобы у него было время для того, чтобы заниматься музыкой. Потому что в то время за тунеядство могли привлечь. Статья была. И надо было где-то числиться. Вот как даже вот пел
Борис Гребенщиков в те времена, у меня есть хорошая строчка, поколение дворников и сторожей. И Виктор тоже выбрал, но он не выбрал же сторожа, он не выбрал там дворника, да, такую легкую работу. Он выбрал кочегарить. Вот, и очень исправно эту работу делал. Вот, и, конечно, это помогало ему в физической форме быть, тоже немаловажно. Но и он ответственно к этому относился, очень хорошо топил. В его смену все довольны были, там уже было какое-то женское общежитие, на Блохина. И все довольны были. О, тепло, значит, сегодня Виктор. Ну, а как придет, там же работал, кстати, Саша Башлачев. Когда Саша, там холодно. Лопату другую бросил, устал, пошел в каморку там, играть на гитаре и пить чай. Я знаю, мое дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это мой друг. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Песни Виктора до сих пор силу имеют. Конечно, да. Причем интересно, даже в то время я замечал интересный один феномен. Маленькие дети любили его музыку слушать. И неоднократно это замечал. Я увидел это и в своей племяннице маленькой, тогда ей было там года 3 всего еще, ну, несмышленыш. Вот. Она сидит, ну, конечно, Виктор там с ней игрался, баловался там, вот, но не только это важно. Она потом отдельно слушала, поставишь магнитофон песни Виктора, она одна в комнате и подпевает ему, и разговаривает с ним. Вот слушает какие-то вот эти фразы из песни и отвечает ему. Вот это удивительно. То есть там не какая-то узкая группа людей, которым западают эти песни, а самые разные, и даже и по возрасту. Вот это интересный феномен. Вообще музыка, я считаю, очень много имеет общего, даже не то, что общего, а она связана какими-то законами Вселенной. Вселенная — это же постоянные вибрации. А музыка — это вибрации, это движение во времени, это ритм, это звук, это тон, это высота. Вся Вселенная, она звучит, она звучащая. И звук возникает благодаря вот таким вибрациям. И люди, которые пишут музыку, попадают, они когда слышат ее, они откликаются на нее, у них более тонкое ухо, чем вот у обычного человека. И эти песни рождаются, эти мелодии рождаются, и они сразу же попадают в сердца многих людей, которые сами этого не могут сочинить, но они задевают такие же струны в их душе. И идет синхрон такой, унисон. Вот Виктор обладал этим. У того же Гребенщикова тоже интересно, если только по-другому он это выразил. Его спросили однажды: а как вы такие песни сочиняете? Откуда вы берете их? У него же очень много, у него гораздо больше, чем у Виктора, да, раз в 5. Он говорит, ну, в свойственной ему манере отвечает: а я знаю одну, говорит, потайную дверцу. И я захожу в эту дверцу, а за ней огромное поле до горизонта. И там, говорит, растут цветы. Вот так бесчисленное количество цветов. И я хожу по этому полю и выбираю те, которые мне нравятся.
некоторые наивные люди подумают, что действительно какая-то комната есть там, да, надо только заснуть, проснуться и увидеть эту дверцу. Разумеется, этой дверцы не существует. Она у тебя в голове. Это мозг человеческий, это вот то сокровище, которое тебе дано для того, чтобы воспринимать этот мир и выдавать что-то в этот мир, возвращать. Мы не существуем автономно. Мало того, что мы как бы существуем в этом мире, который движется, вибрирует и существует в временном континууме, то есть мы изначально живем в этой ситуации, то есть благодаря этому мы развиваемся, и наше тело растет, и наш ум растет, и наше восприятие мира зависит от всех этих волн. Свет — это тоже волны. Вот, и это пронизывает все. Но мало этого. Этим пользуются и животные, да, которые не сочиняют ни музыки, ничего другого, творчеством не занимаются. Мы общественные животные, как сказал Аристотель. То есть мы живем в обществе. И общество — это другое, мощнейший источник влияния. То есть мы общаемся друг с другом, мы слушаем произведения других людей, или мы их видим, или мы читаем, в зависимости от той или иной формы творчества. Воспринимаем, пропускаем через себя и превращаем в новые произведения. Вот. Представьте себе такую ситуацию. Ну вот Леонардо да Винчи, да, гений. И художник тебе, и инженер, и все, что хочешь. И ученый, и архитектор. Представим себе, что Леонардо да Винчи в раннем детстве заперли в подвале, да, и держали его там 20 лет. Он бы нарисовал когда-нибудь Джоконду, да, или создал другие свои полотна, или придумал там, я не знаю, вертолет или летательный аппарат? Нет, конечно. Он даже говорить бы не умел. Почему? Потому что он был бы оторван от общества. То есть от общества очень многое вливается. То есть недостаточно родиться гением, им надо стать. И ты им становишься, когда у тебя есть возможность воспринимать много каналов поступления информации. Потому что ты создаешь это из того, что ты получил с раннего возраста. Научился разговаривать, научился слушать что-то, потом научился читать, ну и так далее, что-то делать. Вот. И это втекает в тебя извне. Искусство в том заключается, чтобы, как вот они говорят, пропускать это через себя. Потому что это все воспринимают, даже слесарь. Но он это не выпускает дальше. Оно там где-то и остается. Или, как иногда говорят, в одно ухо залетело, за голову вылетело. Но у художника это преобразуется в творчество и сублимируется и выдает произведение. Они, конечно, не могут этого объяснить, они не ученые. Их задача не научный труд писать, природа творчества, да, а создавать это творчество. Как неоднократно говорил сам Рашид Мусаевич, огромного желания войти в историю во время создания фильма у них не было. Но при этом у режиссера всегда была уверенность, что время расставит все по своим местам. И именно так и произошло. Сегодня «Игла» — это один из главных символов советского кино. А наличие Цоя в фильме не только сделало «Иглу» лидером проката. Этот гипнотический образ явно повлиял на судьбу страны. А сама музыка Виктора Цоя изменила и мировоззрение миллионов людей. И, возможно, именно судьбой и миссией Виктора было таким образом повести за собой людей к светлому будущему, освободить их от страха, сбросить кандалы и возродить в них настоящую волю к свободе, любви и дружбе. И, наверное, поэтому Виктор Цой вошел в историю не просто как музыкант и автор песен, он стал настоящей легендой своего времени. Звездная пыль.